Рамул оказался для меня лучшим фильмом про Чужого. Да-да, я сходил в кино и был просто удивлен. Феде Альварес, режиссер проекта, добавил в стандартную формулу Чужого то, чего франшизе не хватало, при этом отрезав то, что было в ней плохо. Да, здесь минимум библейских мотивов, но вот чего тут в достатке, так это драйвового и кровавого экшена. Как только герои впервые сталкиваются с лицехватом, кстати, в очень напряженной сцене, и до самого финала, экшен идет практически нон-стоп. Здесь работает очень грамотная система усложнений, которая особенно ярко выражается ближе к концу фильма. Каждая последующая экшн-сцена не просто продолжает действие, а усложняет его для героев. Вот монстр один, потом много, потом гравитация, потом кислота. И только они справляются с чем-то одним, сразу начинается новый и новый экшен. Ну а последние минут 30 ты просто вжимаешься в кресло, думая, как вообще герои выберутся из этого кромешного ада. Вообще сюжет, как и его действующие лица, здесь просто тупорылейшие. Но ведь в Чужом это никогда и не было главным. Побегушки от Чужого и компании здесь доведены до предела. И только когда фильм заканчивается, ты можешь хоть немного отдышаться. Так что же с персонажами, спросите вы? А они, как всегда, представляют из себя не более чем красивенькую картонку. Тут даже их имена мне удается вспомнить с трудом. Главной героине я поверил, так что уже неплохо. Главной проблемой для меня стал темнокожий и умственно дефектный андроид по имени Энди. Здесь никто из актеров не блещет, но это одарение выдает настолько кринжовые кривляния, что в моменте это отвлекает от основного действия и выбивает из погружения. По итогу, кроме главной героини, следить за кем-то не только не захочется, но и вряд ли получится. В Рамуле персонажи погибают очень стремительно, из-за чего вкупе со слабой актерской игрой привязаться к ним практически невозможно. А вот сцены экшена очень грамотно подчеркнуты музыкой и звуковым сопровождением в целом. Каждая локация выделяется как-то по-своему. Особенно мне понравились переходы от громких скрежетаний космической станции к жуткой тишине бескрайнего космоса. Да и погони от монстров в фильме сопровождаются довольно тревожащей и атмосферной музыкой, напоминающей какой-то вой сирены, подчеркивающей абсолютную опасность для жизни каждого члена местной команды. С визуальной точки зрения тут тоже все хорошо. Есть, конечно, пара огрехов, но в общем и целом картинка вылизана до изумления. Локаций много и все они аутентичны. Иногда вообще казалось, что играешь в какую-то видеоигру. Тут, конечно, огромный плюс создателям фильма. Вроде все мы уже видели, и корабли, и космос, но тут все сделано хоть и не уникально, но качественно, ровно настолько, чтобы ты не только погружался в происходящее, но и поверил в это окружение. А по итогу мы получили один из лучших фильмов про Чужого. Да, здесь нет той самой атмосферы первой части, где за тобой гонится тихий сверххищник. В этом плане Рамул походит больше на сиквел оригинального фильма, где количество монстров увеличилось соразмерно количеству экшена. Однако именно экшен стал главным плюсом Рамула. Здесь, конечно, как в типичном ужастике, персонажи не блещут ни умом, ни интересностью. Однако потрясающий визуал, тревожащая музыка и проработанный саунд-дизайн создают просто непобедимое комбо. Под конец фильма случается такой напряг, что хочется простить фильму многие недостатки. Но все-таки чуть подостыв, хочется поставить фильму просто хорошую оценку. «Чужой Рамул» — это не глубокое кино, заставляющее подумать. Но и не каждый фильм должен таким быть. «Чужой Рамул» — это просто потрясающий боевик с невероятным, напрягающим тебя экшеном и тупыми зумерскими персонажами. Итоговая оценка 8 из 10.